Привет! Не забудь, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на этот канал. Заранее тебе большое спасибо и приятного прослушивания очередной главы книги «Незнайка на Луне» автора Николая Николаевича Носова. Доброго всем времени суток, друзья! Это с нами Олечка и с нами еще Яночка. Мы продолжаем читать книгу про Незнайку на Луне Николай Носов. Остановились мы на главе 13. Возникновение общества гигантских растений. На следующее утро во всех газетах появилось сообщение о прибытии в лунный город Вавилон космического путешественника. На самых видных местах отпечатались фотографии Незнайки в скафандре. Здесь имелись снимки, на которых Незнайка был сфотографирован в тот момент, когда он вылезал из автомашины, и в тот момент, когда уже вылез, и в тот момент, когда появился в гостинице. Наибольший интерес вызвала фотография, где Незнайка был снят с рекламным плакатом, который призвал лунных жителей покупать ковришки конфетной фабрики «Заря». В этот день в кондитерских магазинах было продано столько коврижек, сколько раньше не продавалось за целый месяц. Магазины сбывали покупателям самый залежалый товар, так как никто не хотел ничего есть, кроме этих коврижек. А владелец конфетной фабрики увеличил выпуск коврижек в несколько раз и заработал большие деньги. В газетах была помещена также фотография доктора Шприца, снятая как раз в тот момент, когда он осматривал Незнайку. Под снимком было напечатано не только имя доктора Шприца, но и его адрес. В результате все больные, которые имели еще достаточно сил, чтобы самостоятельно передвигаться, побежали к нему, а те, которые не могли выйти из дома, принялись звонить ему по телефону. Каждому хотелось лечиться только у доктора Шприца. У его дома выстроилась очередь длиной во всю холерную улицу. Доктор Шприц никому не отказывал в медицинской помощи, но сразу же увеличил за лечение плату. Денежки рекой потекли к нему. Таковы уж нравы у лунных жителей. Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, ковришки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете. Если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе. В эти дни город Вавилон гудел, словно растревоженный улей. Каждый из жителей, просыпаясь утром, сейчас же хватался за газету, чтобы поскорее узнать какие-нибудь новости про Незнайку. Многие ходили к гостинице «Изумруд» и толклись там по целым дням, в надежде хоть краешком глаза увидеть коротышку, прибывшего из глубин космоса. Приезжие из других городов не хотели селиться нигде, кроме гостиницы «Изумруд», так как там они могли запросто встретиться с космонавтом и посмотреть на него вблизи. Доходы господина Хапса сразу удвоились, так как он моментально повысил плату за номера. В приезжающих же недостатка не было. Мига и Жулио тоже сумели извлечь из создавшегося положения выгоду. Они припугнули господина Хапса, что переедут с Незнайкой в другую гостиницу, после чего господин Хапс разрешил им жить в гостинице совершенно бесплатно. Многие лунатики сидели с утра до ночи у своих телевизоров и смотрели все спектакли и представления, боясь как бы не пропустить передачу с Незнайкой. К их удивлению, такой передачи все не было. Это объяснялось тем, что Мига и Жулио не соглашались показывать Незнайку бесплатно, а владелец телевизионной студии хотя и не отказывался от уплаты, но предлагал такую смехотворно малую сумму, что Мига даже рассердился. Он сказал, что владелец студии очевидно принимает их за слабоумных, в то время как они вполне в своем уме и за такую ничтожную сумму не согласились бы показывать по телевидению не то что пришельца из космоса, но даже простую собаку. Кончилось тем, что разозлившиеся телезрители стали звонить владельцу телестудии по телефону, угрожая прекратить выплату взносов за пользование телевизорами. Эти угрозы подействовали, и владелец вынужден был согласиться на те условия, которые предложил Мига. В результате успешно завершившихся переговоров состоялась телевизионная передача так называемой «Космической конференции». Участниками этой конференции были представители газет и журналов, а также многочисленные ученые, математики, физики, химики, астрономы, лунологи. Все они собрались в большом зале, принадлежавшем телевизионной студии, а на возвышении перед ними стоял стол, за которым сидели Незнайка, Мига, Козлик и Жулио. Конференция началась с того, что Незнайка рассказал собравшимся все, что знал о ракете, на которой был совершен перелет, об ее устройстве и управлении, после чего ученые и журналисты задавали ему вопросы. Журналисты интересовались главным образом тем, что ел Незнайка, когда находился в ракете, и что пил, какие видел сны, и как ему понравились жители Вавилона. Вопросы ученых носили несколько иной характер и касались преимущественно того, что видел Незнайка во время своего космического путешествия.
кто наблюдал на поверхности Луны и как выглядит планета Большая Земля. Известно, что лунные астрономы называют нашу планету Большой Землей, в отличие от своей собственной планеты, которая называется у них Малой Землей или просто Землей. Лунных астрономов очень интересовал вопрос, имеется ли вокруг Большой Земли твердая оболочка, и они были до крайности удивлены, когда Незнайка сказал, что вокруг нашей Земли никакой твердой оболочки нет, и что земные обитатели живут, так сказать, под открытым космосом. Космическая конференция закончилась довольно поздно, а на другой день была организована передача беседы Незнайки с двумя учеными, один из которых был астрономом, его звали Альфа, другой был лунологом, его звали Мемега. Альфа и Мемега обстоятельно расспросили Незнайку о том, какой вид имеет ночное небо, если на него глядеть с Земли, какие на нем видны отдельные звезды и созвездия, а также планеты, какой вид имеет Солнце и сама Луна. Прослушав ответы Незнайки, Альфа и Мемега обратились к телезрителям и сделали официальное заявление о том, что сведения, сообщенные Незнайкой, могут оказать большую услугу лунной астрономии и вообще науке. Большую услугу лунной астрономии и вообще науке. Незнайка в свою очередь задал Альфе и Мемеге вопрос, откуда лунные ученые знают о существовании Большой Земли и других планет, а также Солнца и звезд, если никогда их не видели. Альфа ответил, что хотя ни Солнце, ни Большая Земля не видны им, но об их существовании можно догадаться, наблюдая различные явления. Наличие приливов и отливов в морях, которые имеются на Малой Земле, бесспорно свидетельствует о существовании каких-то массивных тел, находящихся на известном расстоянии от поверхности Луны. Масса морской воды притягивается как Солнцем, так и Большой Землей, и по степени притяжения можно вычислить размеры этих тел и даже расстояние до них. Кроме того, существуют сверхчувствительные приборы, которые обнаруживают притяжение таких удаленных планет, как Меркурий, Венера, Марс или хотя бы Сатурн, что дает возможность довольно точно определить их местоположение на небосводе. И это еще не все, конечно. Имеющиеся в распоряжении астрономов радиотелескопы, гравитоскопы и нейтриновизоры, для которых внешняя лунная оболочка не может являться препятствием, позволяют получать сигналы, идущие не только от Солнца или планет, но даже от далеких звезд, что позволило лунным астрономам составить довольно подробную и точную карту звездного неба. Незнайку заинтересовал также вопрос, почему на Луне, или точнее говоря на Малой Земле, бывают смены дня и ночи, ведь внешняя оболочка Луны закрывает доступ к солнечным лучам, и если это действительно так, то на Малой Земле должно быть всегда темно. Лунолог Мемега объяснил Незнайке, что Солнце наряду с видимыми лучами испускает массу невидимых лучей, обладающих, однако, огромной проникающей силой. Эти невидимые лучи, проникая сквозь толщу лунной оболочки, заставляют внутреннюю ее поверхность светиться, то есть, в свою очередь, испускать световые и тепловые животворные лучи. Само собой разумеется, что свечение это будет наблюдаться только в той половине оболочки Луны, которая повернута к Солнцу, поэтому и светло будет только в одном полушарии Малой Земли. В другом полушарии в то же самое время будет темно, или, попросту говоря, там будет ночь. Чередование же дня и ночи происходит от того, что планета Малая Земля не стоит неподвижно внутри оболочки, а непрерывно вращается. Конечно, лунным жителям очень повезло, что вещество лунной оболочки обладает способностью светиться под воздействием Солнца. Не будь этого на Малой Земле, вечно царила бы кромешная тьма, и никакое существование коротышек на ней было бы немыслимо, сказал Мемега. В заключение Незнайка спросил, почему лунные астрономы или лунологи до сих пор не построили летательного аппарата, способного достичь внешней оболочки Луны. Мемега сказал, что постройка такого аппарата обошлась бы слишком дорого, в то время как у лунных ученых нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласится затратить средства на дело, которое не сулит больших барышей. Или барышей. Лунных богачей не интересуют звезды, сказал Альфа. Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтобы посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги. Да, подхватил Мемега. Богачи говорят, звезды не деньги, их в карман не положишь, и каши из них не сваришь. Видите, какое невежество. Для них иметь ценность лишь то, что можно съесть или спрятать в карман. Впрочем, не будем о них говорить. Вся эта беседа, как было сказано, передавалась по телевидению. Телезрители остались очень довольны, так как не только посмотрели на пришельца из космоса, но и узнали много интересного для себя. Да, Янчик.
Молодец, такая умничка, такая хозяйственная девочка. Молодец. Вся эта беседа, как было сказано, передавалась по телевидению. Телезрители остались очень довольны, так как не только посмотрели на пришельца из космоса, но и узнали много интересного для себя. Помимо контракта, заключенного со студией телевидения, Мига и Жулио заключили договор с киностудией на съемку фильма о прибытии космонавта. Незнайку снова одели в скафандр, подняли на небольшом вертолете в воздух и сбросили вниз. Кинооператоры засняли, как он спустился вниз с парашютом. Потом было снято, как Мига и Жулио подбежали к упавшему Незнайке, помогли ему подняться, посадили в автомашину и повезли в гостиницу. Как Незнайка прибыл в гостиницу, как его встречали жители Давилона, как его осматривал доктор Шприц, все это было снято раньше, поэтому кинооператорам осталось запечатлеть на кинопленке лишь как Незнайка освободился от скафандра и предстал перед лунными зрителями в своем натуральном виде, то есть в обычной одежде. В результате всех киносъемок получился целый кинофильм, который показывали во многих кинотеатрах, а также по телевидению. Даинчик. Маленькая, да. Ничего, выживет. Хорошо? В те же дни в газетах стали появляться рассказы о произрастающих на большой земле гигантских овощах, фруктах, ягодах и вообще плодах. Рассказы эти обычно сопровождались занимательными рисунками. Иногда это был рисунок с изображением коротышек, которые вытаскивали из земли огромную репку, свеклу или морковку. Иногда это было изображение грядки, на которой росли огурцы величиной с коротышку. Иногда изображение чудовищной дыни, тыквы или арбуза величиной с двухэтажный дом. На одном из рисунков была показана даже уборка фруктов, причем каждый абрикос, персик, слива или винная ягода с трудом помещались на грузовой автомашине. Поразив воображение читателей подобными рассказами и рисунками, Мига и Жулио опубликовали сообщение о том, что оставшийся на лунной поверхности межпланетный корабль нагружен семенами гигантских растений, которые можно было бы с выгодой использовать, если бы появилась возможность их оттуда заполучить. Тут же печаталось извещение об учреждении акционерного общества для строительства летательного аппарата, который мог бы достичь внешней оболочки Луны и доставить семена гигантских растений на Малую Землю. В конце извещения был напечатан адрес конторы, в которой можно было приобрести акции. Улица Фертинга, номер 3, контора номер 373. Нужно сказать, что сейчас уже в точности неизвестно, почему улица Фертинга носила такое название. Некоторые давилонские жители полагают, что когда-то на этой улице жил коротышка, которого звали Фертинг. По его имени и была названа улица. Другие объясняют возникновение названия улицы тем, что когда-то на ней селились лишь очень богатые коротышки, у которых было много фертингов, или, попросту говоря, денег. Правда, в тот момент, когда на Луну прибыл Незнайка, богачи на улице Фертинга уже не селились, так как к тому времени все они переехали в лучшие районы города, где было побольше света и свежего воздуха. На улице Фертинга были построены большие дома, в которых сдавались помещения для различных деловых контор. Владельцами этих контор были так называемые деловые коротышки, вся деятельность которых сводилась к выколачиванию фертингов из карманов других коротышек. Поскольку во всех конторах только и занимались, что выколачиванием фертингов, это название как нельзя больше подходило к улице. Контора, которая была нанята Мигой и Жулио, помещалась на 3-м этаже 18-этажного дома и состояла из 2 комнат. В первой комнате находился большой письменный стол с гладкой полированной крышкой, несколько мягких кожаных кресел, такой же мягкий диван, над которым в роскошной золоченой раме висела картина с изображением каких-то непонятных цветных кривулек и загогулинок. В углу комнаты стоял шкаф с прозрачной стеклянной дверцей, внутри которого хранился Незнайкин скафандр. Каждый посетитель конторы мог беспрепятственно подойти к шкафу и полюбоваться скафандром, в котором было совершенно это беспримерное космическое путешествие. Вторая комната была несколько меньше первой. В ней находились 5 больших несгораемых сундуков и большой несгораемый шкаф для хранения денег. В несгораемых сундуках хранились акции общества всего на сумму 5 миллионов фертингов, то есть в каждом сундуке на 1 миллион. Как только все акции были получены из типографии и спрятаны в сундуки, Мига и Жулио устроили первое заседание акционерного общества. На этом заседании Мига внес предложение пустить в продажу 2 миллиона акций, а остальные 3 миллиона поделить между собой. Таким образом, у каждого из них окажется на целый миллион акций. Когда семена гигантских растений будут доставлены, они будут поделены на 5
равных частей. 2 части придется отдать коротышкам, купившим акции, оставшиеся 3 части Незнайка, Мига и Жулио поделят между собой. «А зачем нам семена?» – спросил Незнайка. «Продадим», – сказал Мига. «Мы ведь тоже должны подзаработать на этом дельце». «Тебе тоже не помешают денежки». Незнайка сказал, что будет вполне доволен, если удастся достать семена для лунных коротышек и выручить из беды оставшегося на поверхности Луны Пончика. Так, Пончика. «Ну, если тебе не понадобятся деньги, мы возьмем их себе», — сказал Жулио. На этом они и порешили, после чего перешли к распределению обязанностей. С общего согласия Незнайка был назначен кассиром, Мига — казначеем, а Жулио — председателем. Обязанностью кассира было сидеть в конторе и продавать акции, обязанностью казначея — хранить вырученные от продажи деньги, а обязанностью председателя — назначать заседание акционерного общества для решения неотложных вопросов. Когда с этими вопросами было покончено, Незнайка вспомнил о Козлике и сказал, что хорошо было бы и для него придумать какую-нибудь должность. Мига сказал, что Козлика можно назначить швейцаром, но против этого возразил Жулио, который сказал, что швейцара иметь при конторе не обязательно, и лучше назначить Козлика рассыльным. Мига не согласился с этим и сказал, что рассыльному нечего будет делать в конторе, так как его некуда будет посылать, в то время как швейцар нужен для престижа, то есть для пущей важности. Сразу будет видно, что контора солидная, и никого надувать не собирается. Жулио сказал, что рассыльный тоже нужен для престижа. К тому же, кто-нибудь может позвонить в контору по телефону и попросить доставить акцию на дом. Если же никто звонить не станет, то можно будет посылать Козлика за газетами, за лимонадом или за какими-нибудь другими покупками. Спор разгорался все больше и больше. Жулио стучал по столу кулаком, кричал, что он председатель и с его мнением должны считаться. Мига кричал, что он казначей и не намерен выбрасывать деньги на оплату ненужной должности, а если с ним не согласны, то он выйдет из акционерного общества и заберет свои акции. Незнайка пытался их успокоить, но у него ничего не выходило. Акционерному обществу грозил развал. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в дело не вмешался сам Козлик. «Братцы», — сказал он, — «не надо из-за меня ссориться. Сделаем так. Я буду исполнять обе должности, и рассыльного, и швейцара». Спор таким образом прекратился. Все быстро пришли к соглашению, и на этом первое заседание акционерного общества было закончено. Ну вот и все, друзья. Так незаметно закончилась 13 глава. Спасибо, что слушаете нас, ставьте лайки. И всем вам спокойной ночи. Пока. Спасибо тебе за просмотр до самого конца. Мне очень приятно. Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить следующие выпуски книги «Незнайка на Луне» автора Николая Николаевича Носова.